Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала. Всех рада приветствовать. Давайте смотреть расклад, что ворвется в вашу жизнь уже скоро, или кто ворвется, либо вернется в вашу жизнь, допустим, уже скоро. Да? Может, что-то новенькое будет, может быть, нет. Но посмотрим, что карты расскажут. Что-то важное, чтобы сказали. Думайте о себе, проговорите свое имя. Что карты о вас расскажут. Вначале будем смотреть, потом перейдем. Король мечей, да? Перейдем к общему такому раскладу, к общим этим новостям. Слушайте, здесь очень интересный момент. Реально очень интересный момент. Еще и десяточка после восьмерки. Сейчас скажу вам. Так, сейчас скажу. Стабилизация, быстрота, скорость, разоблачение, выход, наконец-то выход из какого-то тяжелого момента и выбор. Ну, еще две карты. Дом отшельника и пятерочка пентаклей. Ага, дом отшельника, пятерка пентаклей. Смотрите, вы человек очень сильно эмоциональный бываете, но самое главное, я хочу здесь по картам этим сказать, у вас очень любящее и сердце, да, любящее, и как будто бы травма есть на сердечке вашем, кто-то вас обижал, но боль была, вот боль. Есть такое, что вы чувствуете духовную связь либо с некоторыми людьми, либо вообще со всеми даже. Вот как будто духовная связь. Вы чувствуете людей, с кем действительно нужно вам общаться, что-то рассказывать, а с кем нет, с кем надо быть подальше. Вот есть у вас такая чуйка. Вот вы здесь не зря, очень не зря. Очень часто бывает такое, что вам идет подсказка от Вселенной, но да, когда-то берете, когда-то нет. Потому что привыкли жить в каких-то переживаниях за других людей, а не за себя. Вот есть здесь такое. Вы иногда чувствуете, что вы испытываете пустоту, одиночество в своем доме, даже если там есть люди. Вы хотите чего-то быстро, но быстро бывает губительно на душе. Вы, бывает, говорите себе, что вот зря я поторопилась. Мужчина, смотрите, немножко переставляйте на себя, поторопился, да? Вот. Вы постоянно делаете выбор, потому что не хотите ошибаться, но выбор не всегда дается лично вам, ну, чтобы вы сделали его вот никого не слушая. Бывает, что вы ошибаетесь, бывает, что вы начинаете переживать. Ну а как же так? Я же вот все правильно просчитала. Вечно у меня все не так. Вот не дано мне это сделать, не дано мне это понимать. Вот руки не оттуда растут, ну что-то типа этого. Что-то типа этого. Вот было у вас, бывало или даже бывает сейчас? Вот карты говорят, не надо, ты в стабилизацию свою идешь и даже уже пришла, но почему-то лишаешь себя многого, ну, в пустоту, как будто идешь, вгоняешь. Знаете, давайте-ка я посмотрю в данном раскладе, да, кто отобрал у вас что-то. Потому что мне идет здесь вот эта пустота с этим отшельником. Это не просто так. Был обман, была ситуация, где вы себя не пожалели и просто вот как положили, да, вот больно, вот действительно больно. Хотя должны были себя больше, ну не знаю, хвалить, либо даже беречь. Вот. В стабилизацию вы идете, но был мужчина, который как будто бы вам вот не дал вот этого всего, что должно было быть. Может начальник, может быть отец, может быть еще кто-то, но он как будто бы не дал. Вы пошли другим путем, вас судьба покатила другим путем. Вы принимать решения привыкли, но боитесь ошибаться.
Вот что-то такое. Давайте посмотрим, да, кто вам что-то делал, что вы иногда вот в таких каких-то качелях живете. Да, было такое. Кто-то вас подвешивал, образно говоря, на вот эти ниточки вниз головой, да, чтобы вы не видели нормальных ситуаций, а видели только себя, что это у вас, что это из-за вас. Вот было такое. Были у вас люди, может, один человек, которые обижали, которые говорили, что это реально ты виноват, которые говорили, да что с тебя взять, больно, обидно, некрасивая ты, допустим, говорили, да, либо посмотри на себя, боль вот эта, вот неприятно, а ведь это было сказано, понимаете, ну нет такого, я не вижу это здесь. Это было сказано в обиду, это было сказано, чтобы себя этот человек или эти люди повысили, потому что, или возвысили, да, потому что они видели в вас именно человека, за которого многие бы, не знаю, сражались бы годами, потому что вы действительно лидер во многих вопросах. Потому что подвешенная ситуация — это не ваша ситуация. Вам делали плохо. Магия могла быть либо, либо просто вот такие вот люди попадались, да. Ждешь от человека добра, ласки, хороших слов, а он только на себя хочет брать, чтобы это ему все говорили. И когда видит этот человек, что ты перерос его, да, переросла, в понимании работы, вообще понимание этой жизни даже, да, без работы, если он начинает как будто тебя вот подпиливать, как молоденькое деревце, которое вот надо, чтобы росло, а он подпиливать начинает, образно говоря. И да, подвешенные ситуации были наделаны на вас через, может быть, магию, либо либо с помощью других людей, которые что-то там себе или вам говорили, не то, что нужно. Вот так. Знаете, у вас всегда есть право выбора. Вот она, двойка пентаклей. Право выбора. И я так хочу сказать, вы не обязаны принимать людей обратно, которые делали вам плохо. Вы не обязаны кому-то что-то отдавать, потому что вы отдали и так уже много в этой вселенной. Вот энергия, силы, ангелы, они же видят вас. Если вы будете отказываться от чего-то, но отнесетесь к этому с уважением, у вас будет супер решение ваших проблем. Было внешнее влияние. Было внешнее влияние. Плохое, нехорошее, да. Или вам в мысли ваши что-то вселили не то, да, что нужно. Либо магия. Было. Мне это не нравится. Знаете, надо здесь очиститься, пробудиться. Восьмерка пентаклей. Что-то надо откинуть. Вы получите много нужного. Дьявола, я же говорю. Дьявола выкинуть из своей жизни. Грязь вот эту. Вы сила вашей жизни. Вы человек, который действительно, где бы ни шел, вы все равно найдете свое. Вот только иногда бывает, что солнышко кто-то перехватывает опять. Что-то хорошее. Вы по судьбе очень счастливый человек. Кубковый туз. Туз пентаклей, солнце. Вы человек, который умеет зарабатывать. Вы человек, который, если поверит в себя, миллионы заработает и принесет в свою жизнь. Вы человек, который любит плыть, если по течению, только тогда, когда течение действительно вам нравится. А так вы можете и против течения идти всегда. Вы человек силы, вы человек
благородства такого вот. Вы человек, который заслужил в своей жизни стабилизацию собственного дома. Слушайте, карты такие вышли для вас сейчас, но это 100%, вот представьте жизнь матрицей, да, или пазлы, но вы основа своего рода. Карма, да, может быть, где-то и кусалась, но карма тоже тебя видит. Ты многое, что прошел в этой жизни, прошла, да. И тут надо пробудиться. Карты очень хотят. Раз ты здесь, на Ютубе у меня, карты хотят, чтобы ты пробудилась. Слушайте, скажите всего лишь «я так не играю». Или «не мое это». Ну, лучше всего «я так не играю». Знаете, вот представьте себе, что вы тоже игрок этой жизни. Все игроки. Да? Игра — жизнь. И вы тоже игрок этой жизни. И если что-то идет не так, просто говорите: а я так не играю. И судьба будет раз и тормозиться. Как это она не играет? Там же столько запланировано. У нее же в сердце, там в голове или у него, да, столько всего. Ага, я там, судьба или карма, там что-то типа этого совещались, совместились и хотели сделать вам и подножку. И чтобы не те люди к вам шли. Или наоборот, чтобы куча всего хорошего было. Но вы тоже, понимаете, где-то боитесь, где-то что-то не срабатывает. Потому что страх, он страх. Тут если страх в голове есть, как можно увидеть хорошее? И если страх есть, значит, судьба видит, вот что-то боится. Надо не пускать к ней в жизнь там, денежки или что-то еще, да? Потому что чего-то боится. Судьба же не знает, что деньги — это важное, допустим, в каких-то вопросах, да? Просто реально скажите: я так не играю. Вы увидите, как все будет останавливаться и пересматриваться, переделываться. И к вам пойдут хорошие люди, к вам пойдут хорошие предложения, к вам пойдут просто идеальные возможности, случаи. Все по желанию. По желанию. Желать и бояться не получится получить. И вот когда желаешь чего-то, но боишься, и видишь что-то не так, говоришь: не-не-не, я так не играю. Теперь я буду по-другому играть. И вы получите и солнце, и силу, и прекрасный поток интересного, умеренного, не знаю, такого бытия жизненного. И туз кубков, где вы подставите и будете получать свое счастье. И десятка пентаклей, сильные, стабильные стены, отношения и все остальное. Вот. В финансах возобновление. Отличное по тузу пентаклей. Пустота, одиночество, вечные какие-то нервотрепки, они просто уйдут из вашей жизни. Вас пересмотрят в этой игре. Это я говорю образно. Знаете, как сказочку такую, вроде бы как игры, да, жизнь, игра. Но здесь очень много реальности и очень много правды вот в этих картах сегодня, чтобы вы это услышали и вы получили свое наконец-то. Слушайте, кто-то возвращается в вашу жизнь. Во-первых, что-то. Что-то — это успех и удача. А вот по поводу кто-то тоже вернется в вашу жизнь. И если вы с кем-то ссоритесь, просто скажите: я так не играю. Все. Судьба, человек поменяет свое отношение к вам. Либо: я так не играю, не хочу больше его видеть. Я хочу другого человека в свою жизнь, в свою любовь, чтобы не быть отшельником в пустоте среди людей. К вам возвращается счастье, к вам возвращается любовь и удача. И к вам возвращается очень хороший человек. Очень хороший человек. Он будет вас любить. Он выведет вас из клетки непонимания и недопонимания. Вы будете вместе что-то решать, что-то планировать, путешествовать. Очень много интересного по Верховной Жрице, даже того, чего вы еще не знаете, будет. Будет. Аминь, да будет так. То, что вы хотите и ждете. И даже не ждете, но радоваться вы этому будете.
спонтанно даже. Ждите интересных людей, интересного человека. Паж Пентаклей. Четверка кубков. Бери свою удачу за хвост. Хватит ждать. Хватит ждать. Любовь. Любовь и благополучие идет в вашу жизнь. Обязательно. Это ваше счастье, это ваше здоровье, это ваша уверенность в правильности, в правосудии вашей жизни. Понимаете, сразу судьба думает: так, давай по-другому. И вы: да, а вот это теперь правильно, да, справедливо. И радуетесь. Идете и радуетесь. А вот тут не-не-не, я так не играю. Вот чисто я так не играю. Вот попробуйте говорить людям, ситуациям, самому себе. И вы увидите, как что-то щелкнет, а потом как начнет исправляться. Так что сфокусируйтесь на себе, своих целях и мечтах. Хватит тянуть на себе такой груз, вечный груз каких-то страхов, проблем и чего-то не того совсем, что вы заслужили в этой жизни. Вы маг, вы повелитель очень больших возможностей. И в ваших руках ваша любовь и ваша действительно вот радость, новые дороги, тройка жезлов. Так что сфокусируйтесь действительно на себе и своих целях. Как прежде уже не будет. В новом будущем вы получите много интересного. Мечты. Знаете, сохраняя внутреннее спокойствие, вы многое что поменяете, потому что когда вы будете сохранять внутреннее спокойствие, по мнению судьбы, по мнению ангелов на небесах, да, вот, они сразу решат, что так, вам хорошо идти этой дорогой, а эта дорога куда? К счастью. И вы ей будете идти без препятствий. Поэтому многое, даже вот просто, даже как сказать, ну давайте так, многое поможет вам разрешить трудные ситуации. И если даже это будет решаться самым неблагоприятным образом, то все равно это будет, как, знаете, как последний рывок перед огромным стартом благоприятного. Угу. Вот такое еще здесь идет. Но здесь реально нужно на себе сфокусироваться и сказать: не-не-не, жизнь играную, я так не играю. Я хочу жить как вы хотите, да, и загадываете, и проговариваете, и что-то многое с нуля начать, и что-то, может быть, обновить, и где-то помириться, и где-то деньги притянуть, и где-то очиститься, да, вот, от чего-то плохого. Но победа за вами по-любому. Вы как будто, знаете, скажете: а я победила все это. Вот еще одна карта мага. 4 стихии в ваших руках. Ну, на дне колоды еще один повешенный, как бы начинали с этого, да, и вот заканчиваем. Повешенный говорит, что время, видите тут, время пришло многое менять, очень многое. А следующая карта вообще темная. Включай свет, и ты увидишь, сколько всего интересного в твоей жизни. Так что даже сейчас можете просто подписаться, кто не подписан, вот, и написать: я так не играю. Но думая, когда будете писать «я так не играю», думайте о плохой ситуации. Даже, ну, хотите, можете написать: я болею, я так не играю. Не хочу болеть. Правильно? Так, ну и еще что-то. Мне не нравится по поводу денег какой-то там контракт или что-то еще. Я так не играю. Вот можете это написать. Либо можете не писать это, написать: да будет так, все хорошо, я пробуждаюсь, да, вот эти слова можете написать. Тогда говорите всегда: я так не играю, опять же, повторюсь, в любой ситуации, где вам будет некомфортно. Вот это ваш ключик. Это ваш ключик
исправлению. Из ничего вы выходите. Вы выходите в красивое, яркое, процветающее будущее. Уже с сегодняшнего дня, с этого расклада. Ну, если можно, то поделитесь этим видео на YouTube еще с кем-то и получите исполнение желаний по 7 кубков. Однозначно. Загадывайте желания и делитесь. На сегодня все. Счастье еще раз огромное. Еще раз повторю, я так не играю, говорите. Ну и да, и в комментариях, что хотите, пишите, но можно. Просто я пробуждаюсь. Все. Я пробуждаюсь. Это и есть сфокусироваться на себе. На сегодня все. Счастье огромное вам, преогромное. Пусть вам везде везет. И до следующего видео. Не прощаюсь, приходите, будем карты настраивать или весь посыл и всю энергию настраивать на то, что вы себе урвете свое здоровье, свое счастье и заберете у своих врагов свои действительно самые счастливые возможности. Нечего к вам лезть в жизнь, правильно? Правильно. Все, до следующего видео.